Так. Мгм. Так. Сука. Чтобы вы понимали, что происходит. Прикольно, да? А без обновления запустить игру можно? Прыгну. Бам-бам-бам. Бам-бам-бам. Привет, токарь. Ладно. Чувствуете, как в Киберпанк? Коли инъекции при какой-то нейромодин звучит хайпово. И... блядь. Недавно хотел пройти рутрекерский Киберпанк, и он мне позже запросил 320 гигабайт для обновы, и я решил просто удалить и заново скачать только новую версию. Оказалось, это проще. Думаешь, так проще будет? А, блин. Блин, насрали каким-то обновлением 10 гигабайт. Я в ахуе, серьезно. И чё? И чё делать?
Музыка громкая. Так, ну, короче... Кажись, мы не сможем поиграть в Lies of P по очевидным причинам. Что-то мне так кажется, знаете, сегодня, по крайней мере-то. Хотя вроде скорость увеличивается. Непонятно. Так, ну что тогда, давайте зарить видосы. Что поделать? Привет, Класс. Как тренька? Да, я сегодня пропустил. Вот завтра схожу. Скорее всего, опять буду совмещать кардио и силовые. Надо приседания поделать и так далее. Скачай Roblox. Блин, я видел всякие видосики по Roblox. Ну, точнее, вот именно один вспомнился, которым какой-то шутер прям супер реалистично выглядит, он прям нереальный. У тебя тренер есть? Нет. Просто подсказывали программу и все. Поступки. Они начинают разрисовывать стены подъездов, разбивать стекла в подвалах. Но мы с другом решили заняться креативом. Наиболее простым шагом в этом будет программа Fruity Loops. Она достаточно проста, и любому, даже самому тупому пользователю компьютером она будет понятна. Для начала процесса нам нужно понять, чего мы хотим. Нам нужна композиция, в которой будут звучать барабаны, тарелки, бас и мелодия. Программа Fruity Loops представляет упорядоченный набор клеммок. Каждый ряд таких клеммок — это один из инструментов, который может играть длиной в 16, 32 и 64 четверти. Для каждого из инструментов есть эдакая клавиатура, в которой необходимо указать одно из 7 известных нотных мест выбранного вами инструмента на модулируемой вами же октаве. В начале каждой четверти у нас стучит бочка. Посередине каждой четверти цокает хай-хет, а бас перманентно гудит в течение всего паттерна. Основой любой музыкальной композиции является ритм. Я набрал бас, бочку и какие-то перкуссии. Теперь очередь за мелодией. Мелодию мы решили доверить мне. Выбираем самый мелодичный звук. Один из самых мелодичных.
Коровий звонок. Колокольчик. Да, cowbell. Если вы установите себе Fruity Loops, то найдете недюжий банк звуков, где отыщете тот самый cowbell. И теоретически сможете сделать ремикс на нас. Несмотря на то, что наша песня получилась весьма гениальной, а Fruity Loops представляет собой довольно-таки примитивную программу. Но если вы научитесь пользоваться ею, то вы научитесь пользоваться и другими, более профессиональными программами. Так что дерзайте, покажем этим западным хит-парадам, почем раки зимуют. Дать редактора. Да, мы сегодня, кажется, не поиграем. Полная хуйня. Что делать, если вас пытаются похитить? О, ты тоже тут? Я Ваня, и я не овощ. Сегодня я хочу поговорить о том, что делать, если тебя пытаются похитить. Надеюсь, вам эта информация никогда не пригодится, но предупрежден, значит вооружен. Если ты первый раз на канале, то быстренько расскажу. У меня ДЦП. На этом канале я рассказываю многое, что связано с инвалидностью. Если хочешь поддержать меня и мою команду, оформи, пожалуйста, подписку на Бусти или сделай единоразовое пожертвование. Все ссылки в описании. Если не можешь поддержать нас финансово, то просто подпишись на канал, поставь лайк и напиши комментарий. Это тоже очень важно. Вы выходите на улицу, чтобы спокойно себе отправиться по своим делам. И вдруг вас хватают, вяжут, суют кляпы в рот и засовывают в незнакомый автомобиль. Для большинства людей оказаться в заложниках похитителей – ужасающий жизненный опыт. Все происходит очень быстро. Иногда так быстро, что вы даже не успеваете понять попытку к бегству. К счастью, большинство жертв похищения в итоге возвращаются в целости и сохранности. Но не забывайте, любое похищение может завершиться смертельным исходом, и выживание зависит во многом от вашего поведения и решений. Попытайтесь предотвратить похищение. Если вам удастся освободиться в первые минуты похищения, то худшее уже позади. Однако первые минуты похищения или ситуация освобождения заложников самые опасные. И становится еще опаснее, если вы пытаетесь сопротивляться. А как добавить-то? Во многих случаях шансы на Я ищу его освобождение не могу. превышают опасность. А, вот, сложившейся добавить ситуации. редактора. Но иногда, например, когда похитителей несколько и они вооружены, лучше воздержаться от риска. Будьте разумны и не сопротивляйтесь действиям вооруженных похитителей. В первые минуты похищения вы можете находиться в более-менее людном месте и позвать на помощь. Если вы начнете сопротивляться и кричать, можно рассчитывать на то, что кто-то услышит и придет вам на помощь. Также не стесняйтесь драться и кусаться. Окей. Так, и какие ты права хочешь? Modify emotes, manage emote sets. Emotes. Все, добавил. Ай, какая же подстава. Сраная просто. I can easily say it. Streaming is easily the best thing to happen in my life. You know, it's weird. But it is. I mean, it's not weird, I guess. You know, it's like you don't expect this stuff to happen, you know?
У нее тоже уши. Сниф. А, понял. Как вы думаете, это из-за ушей, точнее из-за наушника с ушами? Он таким стал. Эти ребята залезли ко мне в машину в Сан-Франциско и стащили мой рюкзак. Но скоро они узнают, что этот рюкзак совершенно нетипичная добыча благодаря блесткам и вонючему спрею. Туда что, кто-то навалил? Этот парень тоже пытается влезть ко мне в машину, но он не знает, что стекла в ней бронированные, просто потому что так веселее. Ежегодно в Сан-Франциско 20 тысяч автовладельцев сталкиваются со взломами своих машин. Но кто все это делает? Организованная преступность, банды или отдельные нехорошие личности? И что происходит с тем, что они похищают? Помните, как я использовал силу блесток, чтобы разоблачить и закрыть мошеннические колл-центры в Индии? Объединившись со знаменитым репортером, я сумел добиться того, что нашу машину взломали 25 раз за 8 месяцев. Теперь мы лучше представляем, что происходит и что надо делать, чтобы это прекратить. Это видео последнее в серии роликов, посвященных использованию блесток. Действительно последнее. И я рад сообщить вам, что мы получили хорошую реакцию на этот совершенно безвредный, но отвратительно вонючий спрей. Включая одну в исполнении никого иного, как Макалея Калкина. Если вы не видели мои видео с блестками, напомню, 5 лет назад эти двое украли посылку с моего крыльца, и это вдохновило меня. Я применил свои инженерные навыки, и получилось не хуже, чем в Рождество у Кевина МакАлистера. Затем были разные версии установок с блестками, которые крутились, распыляли спрей, спускали световые вспышки, клеились, били и летали. В конце концов, мы отправились в Индию, где внедрились 5 мошеннических колл-центров, и нам удалось их закрыть. Вы скажете: Марк, но ты же в том году говорил, что тот выпуск был последним. И это было так. До нынешнего года, когда я с грустью осознал, что мои блестки и вонючий спрей не решили проблему преступности во всем мире, и когда была взломана моя собственная машина. Сан-Франциско — это не круто. А еще я понял, что в прошлом году наша хитроумная установка так и не дала достаточно материала, чтобы выяснить, кто же стоит за всеми взломами машин в Сан-Франциско. Поэтому 10 месяцев назад мы в последний раз полностью переделали бомбу с блестками. Отличие в том, что теперь она была разработана специально для автомобилей. Во-первых, вместо центробежной силы для выброса блесток мы решили использовать газ под высоким давлением. Велонасос на СО2 мы соединили с трубкой и мощным сервомотором, который будет вскрывать баллончик. Два таких механизма объединили видишь, в все равно один. же воруют. Затем зарядили в трубки биоразлагаемые блестки и зловонный спрей. Когда срабатывает сервомотор, углекислый газ под высоким давлением Не то чтобы, выбрасывает типа, содержимое трубок наружу мощным зачем? плевком. Скорее, Мозг устройства. просто Все та же люди электронная иногда схема. забывают, Она будет управлять оставляют. работой устройства, а еще общаться с нами по сотовой А связи. эти ходят, Для пущей заглядывают, эффективности мы смотрят добавили и такие: автомобильный «О, клаксон, вот а получившееся изделие уложили в специально сшитый рюкзак с отверстиями под распылительные трубки. Как и в том году, мы будем снимать видео с помощью пары телефонов, закрепленных по бокам. Они же выполняют функцию GPS и динамиков для таймера. Когда рюкзак... Наконец, нижнюю часть мы защитили от взлома, а трубки-распылители закрыли специальными пробками, чтобы их не было видно. Для отвода глаз мы положили в рюкзак кое-какую одежду и несколько старых нерабочих ноутбуков. Также мы создали вторую версию в форме кейса и с такой же начинкой, на случай, если слух о рюкзаках Минус разойдется. 2 телефона. В самой машине установлены Возможно, 8 да. камер, питающихся от кемпингового аккумулятора в багажнике. Он же соединен с рюкзаком двумя разъемами. Один для поддержания полного заряда в устройстве и телефонах до кражи, а второй в качестве электронной растяжки, чтобы рюкзак точно знал, что его украли, и переходил в соответствующий режим. В этом году мы подготовили еще 2 сюрприза.
Первый — машина со стеклами из поликарбоната, которые нельзя разбить. Из него же делают бронестекла. Также в багажнике этой машины находится микрофон, чтобы распознавать, когда кто-то пытается разбить стекло. При этом будет включаться пневмопривод еще одного специально подготовленного нами сюрприза. И, наконец, мы взяли настоящий игровой ноутбук, сняли дополнительный вентилятор и установили вместо него GPS-трекер, который питается от батареи ноутбука. Так мы всегда будем знать, где он находится, даже если жесткий диск будет снят. Этот ноутбук мы положим в рюкзак без блесточной бомбы, просто ради того, чтобы его украли. Нам будет помогать Дэн Нойс, 30 лет занимавшийся расследованиями для новостной группы ABC7 в Сан-Франциско. Проследив путь ноутбука, мы ответим на ряд вопросов. В общем, потратив пару месяцев на подготовку, мы положили рюкзаки и кейс в несколько разных машин и стали ждать. И долго ждать нам не пришлось. Но прежде чем вы увидите, как во все стороны летят осколки стекол, позвольте отвлечься и кое о чем вам напомнить. 3, 2, 1. Отличный выстрел, Элайс. Я Марк Робер. Более 10 лет я снимаю видео для Ютуба, чтобы показать всем, что значит мыслить по-инженерному. Что же это означает? Готов? О, ух ты! Вывод? Катализатора многовато. Молодец. Это значит понимать, что неудачи — часть процесса. Так мы учимся. Мысли таким образом, вы станете лучше играть в футбол или на пианино. Станете более стойкими. Будете пытаться снова и снова, пока не сделаете все правильно. Или вы... А? А? Магазин, да. Нет, завтра. Если наша цель узнать, кто взламывает машины, то эти ребята сделают все, чтобы их не вычислили. Но, к счастью, с нами в одной команде Дэн, обладатель 18 наград Эмми, мастер журналистских расследований, и он всегда может пробить злоумышленников по номерам, которые попадут в поле зрения наших камер. Видимо, именно поэтому они и ездят без номеров. На третьей краже со взломом нам повезло больше. И нам удалось зафиксировать номер. Проверив его по базе, Дэн совершил поистине шокирующее открытие. Оказалось, что эта машина принадлежала профессору Государственного колледжа в Сан-Франциско, также руководящего Оклендской независимой школой. Действуя дальше в своем стиле, Дэн нашел его адрес и отправился навстречу. Но профессор оказался славным человеком и рассказал, что номер с его машины скрутили еще несколько недель назад. В итоге, в ходе нашей операции, Дэн, проанализировав данные о номерных знаках на машинах воров, выяснил, что они не только часто ездят с краденными номерами, У нас номера Джорджия. но еще и снимают их с машин той же модели и цвета, что у них, во избежание явных несоответствий. В общем, камеры наблюдения и проверки по базам ворам нипочем. Но вот вопрос. Как им понравится подготовленный нами сюрприз с блестками? Скажу сразу, не очень. Там что, змея? Какая к черту змея? Тут что-то вроде бомбы, похоже на трекер. О, нет. Да, это похоже на трекер. Вот, посмотри. Выбрось эту дрянь подальше. Прошу тебя, выкинь ее. Да я пытаюсь. Выбрось ее, болван. Сейчас. Что интересно, вначале он смотрит в багажник, откинув спинку кресла, и пытается оторвать аккумулятор, чтобы забрать его. Воры так часто делают, так что лучше не оставляйте ценные вещи в багажнике. Наконец, он решает поступить иначе, не только с рюкзаком. Но и с ноутбуком. А это одна из моих любимых реакций. И вот почему. Один из воров с честью берет на себя вину за ужасный запах, который распространяет вонючий спрей. Просто смотрите и слушайте, и вы поймете, каково это эксклюзивно прокатиться с настоящими взломщиками машин. Дай мне передохнуть. Нет, не туда, дальше. Не сюда, на следующую парковку. На следующую. Черт, сегодня у нас номера Джорджия. Давай-ка за этой машиной. Я хочу доехать до следующей после нее. У меня есть маршрут, детка. Ладно. У меня есть маршрут. Какой? Там впереди еще 2 парковки. Да, еще 2. Дальше по улице еще 2 парковки, которые мы обработаем. Мне бы еще сумочку. Давай, отлично, все получилось.
Да-да, сейчас сделаем. Туда что, кто-то навалил? Ну, это вряд ли. А пахнет похоже. Да, я тоже чувствую, что бы это ни было. Слушай-ка, воняет тем самым. Может, это я. Там что-нибудь есть? Какая разница? Давай вперед. Он не может разбить стекло. Попробуй другое. Давай посильнее. Давай, милый, еще. Давай. Заткнись. Давай. Остановись возле нее. Нет, Стэнк, посмотри на полу. Я вижу. Я уже открыл дверь, сейчас достану. Давай. Все, она у меня. Иди вперед. Садись на переднее. Нет, постой. Сядь в машину, ты водитель. Садись и поехали. Чё за Садись на идиоты? переднее. Все нормально, поехали. Все нормально. Почему ты сзади? Пускай сядет вперед. Садись вперед. Хер его Быстрее. знает, зачем лица замазывать. Садись вперед. Открой свою дверь. Надо же наоборот Нет, не освещать, надо. показывать. Ничего, свои так такие. сойдет. Поехали. Поехали. Так, Вот так. все, поехали. Давай. Все получилось. Ух, Все, валим отсюда. Поехали вон к тем машинам. Постой-ка, слышишь этот звук? 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, Вперед, поехали. Еще мы с удивлением узнали, что больше половины краж совершают пешие воры, и при этом у них есть собственная тактика. Например, вот этот злоумышленник уже положил глаз на наш рюкзак. Но ему мешает то, что рядом столько свидетелей, поэтому он ждет, пока автобус не закроет его от них. А этот мало того, что одет в такую же куртку, как у муниципального строителя, но и на дело идет пешком. А затем несет свою добычу к себе в машину, чтобы там, пригнувшись пониже, спокойно рассмотреть, что ему попалось. Наверное, в 99 случаях из 100 так оно и бывает. Но в данном случае такая тактика худшая из всех возможных. В итоге он бросает рюкзак и уезжает, забрав только зловоние и блестки. Что у всех воров было общего, так это то, как быстро они разбивали стекло. На самом деле это не так просто, как кажется, потому что автомобильные окна сделаны из закаленного стекла. И это еще одно удивительное и полезное изобретение. Такое стекло не только гораздо труднее разбить, но если оно бьется, то разлетается на мелкие осколки, не наносящие глубоких ран. Ахиллесова пята закаленного стекла состоит в том, что оно очень чувствительно к нагрузке, приложенной в одной малой точке. Поэтому оно легко выдерживает удар футбольным мячом, бейсбольным и даже гаечным ключом. Но если взять острый осколок изолятора свечи зажигания, сделанного из сверхтвердого оксида алюминия, он создает крошечную точку концентрированной нагрузки на стекло, и оно разбивается. Вот почему воры всегда используют этот эффект. Например, берут молоток с острым бойком из керамики или закаленной стали. Тогда прилагать большие усилия уже не нужно. А поскольку страшное лицо в итоге не вылезло и никого не напугало из-за севшего аккумулятора, было все-таки приятно видеть, как их удивило и расстроило наше бронестекло. Лакомая чужая сумка лежала на виду, за стеклом, в Идиот. считанных сантиметрах. Но им все равно пришлось уйти в печали и с пустыми руками. Смотрит, Честно так говоря, типа не многих работает. взломщиков явно нельзя было назвать матерыми профессионалами своего дела. Этот, например, применил горелку, что, конечно, совершенно неэффективно. Наконец, он нашел отвертку и выломал угловое стекло. Но вскоре понял, что через него рюкзак не пролезет. Он попытался открыть дверь, но сработала сигнализация, и ему пришлось уйти, чтобы не вызывать подозрений. А этот вообще целый час изучал машину, прохаживаясь туда-сюда, разрабатывая план и набираясь духа для кражи. Лишь для того, чтобы получить ценный жизненный урок. Вот что бывает, если брать чужое. Проклятая вонь, она становится все сильнее. У меня все руки, ну надо же, а! А прежде чем завершить это видео, а заодно и всю серию роликов про наши бомбы с блестками, показав самую потрясающую реакцию за эти 6 лет, я хочу еще раз попробовать ответить на вопрос, который терзал нас с Дэном больше всего.
кто стоит за всем этим и почему такое происходит. В новостях, как правило, показывают организованные группы вроде этой. И выглядит это, я бы сказал, устрашающе. Но в нашем случае такое встречалось совсем нечасто. Более 80% краж в нашем эксперименте потолок. совершили Предвидел. одиночки, а не какие-то организованные шайки автовзломщиков. И большинство из этих одиночек вовсе не были похожи на людей, которые занимались этим постоянно. Зачем же они это делали? Пока мы ломали голову над этой загадкой, нам пришла весть от ноутбука с GPS-трекером. Примерно через полдня после кражи он оказался вот здесь. Затем отправился в этот район и потом уже оставался там. Что касается первого места, то Дэн узнал его. 1,5 месяца назад он делал репортаж о видеопродюсере, которому посчастливилось таки найти свои украденные вещи. Воры хотели по-быстрому продать добро в проверенном месте. Он говорил по телефону с сотрудником полиции и вдруг увидел, как на эту барахолку привезли его родную видеокамеру. А он и говорит: да, знаю, это известный пункт сбыта краденого. Все в том районе знают, что туда можно принести краденое и быстро от него избавиться. Есть множество причин, по которым 20 тысяч машин ежегодно взламывают, и люди берут то, что им не принадлежит. Основные причины этого явления очень сложны и требуют тонкого подхода к политике в различных областях. Но, скажем так, прямо под теми, кто ворует из машин, находятся все эти блошиные рынки. На краденые вещи есть спрос, и вполне очевидно, что если закрыть такие толкучки, то украденное будет сложнее сбывать. А это, в свою очередь, может сильно снизить количество автомобильных краж. По той же причине люди воруют мыло и туалетную бумагу в магазинах типа Walgreens. Самому вору столько мыла не нужно, но если он знает, что легко продаст его менее чем за час... Я как бы ничего не хочу сказать. Но почему они все темнокожие? то с магазинами все чаще будет происходить вот что. А в некоторых случаях им даже придется закрываться. Конечно, вряд ли я открыл что-то Начинающий такое, о чем бизнесмен. власти раньше не знали. Но когда в новостях показали репортаж о рынке, на котором, как всем известно, продают краденое, а через 1,5 месяца мой ноутбук оказывается там же, на том же самом рынке, и его там продают, сама собой напрашивается мысль о том, что можно было бы сделать хоть что-то, дабы снизить привлекательность краж из машин и магазинов. И на этом я, наверное, закончу. А еще хотелось бы отметить, что этот зловонный спрей совершенно безвреден для здоровья при вдыхании. Он просто очень-очень неприятно пахнет. Разбив даже не одно, а целых 2 наших стекла, этот вор выкрикивает расистское ругательство, видимо, случайному прохожему. Ах ты, Япона, мать! И его тут же настигает возмездие, наглядный пример мгновенной кармы. Через 2 минуты настал час расплаты. Что это? Эй, кажется, это в кейсе. Бросай его, выбрасывай, скорее. Слушай, бросай! Сейчас выкину! Боже мой! Бросай, говорю, я же за рулем, я не могу, я за рулем! Черт! Вот и все. Данная серия роликов Что-то как-то хуёво озвучили, мне кажется, прям полное говно. Какой ролик, такая озвучка. Получается так, да. Ну что там? Ну как-то побыстрее пошло, кстати. Looking for a ride? You obviously, yes. Pop the trunk, baby.
Да. Oh man. Looking for a ride? You Кто obviously, он yeah. приехал? На тропинку. Место, где интернета не существует. As long as you are by my side, all along the way. As long as you are in my eyes, О, блин, что-то я мороженое захотел. see it through. As long as you are next to me, every step of the way. As long as Ну кому как. Ля. А судьи кто? За древностью лет к свободной жизни их вражда непримирима. Суждения черпают из забытых газет времен Очаковских и покорения Крыма. Всегда готовые к журбе, поют всю песнь одну и ту же, не замечая о себе, что старее, то хуже. Где? Укажите нам, отечество отцы, которых мы должны принять за образцы. Не эти ли? Грабительством богаты, защиту от суда в друзьях нашли, в родстве. Великолепные соорудя палаты, где разливаются в пирах и мотовстве, и где не истребят клиенты-иностранцы прошедшего житья подлейшие черты. Да и тому в Москве не заживали рты, обеды, ужины и танцы. Не тот ли? Вы к кому меня еще с пелен для замыслов каких-то непонятных дитей возили на поклон? Тот Нестор, негодяев знатных, толпою окруженный слуг, усердствуя, они в часы вина и драки и честь, и жизнь его не раз спасали. Вдруг на них он выменил борзые 3 собаки. Или вон тот еще, который для затей на крепостной балет согнал на многих фурах от матерей, отцов, отторженных детей, сам погружен умом в зефирах и амурах, заставил всю Москву удивиться их красе, но должников не согласил к отсрочке. Амуры и зефиры все распроданы поодиночке. Вот те, которые дожили до седин. Вот уважать, кого должны вы на безлюдье. Вот наши строгие ценители и судьи. Теперь пускай из нас один, из молодых людей, найдется враг исканий, не требуя ни мест, ни повышения в чин. В науке он вперит умалчущий познаний. Или в душе его сам Бог возбудит жар к искусствам, творческим, высоким и прекрасным. Они тотчас разбой, пожар, и прослывет у них мечтателем опасным. Мундир,
один мундир. Он в прежнем их быту когда-то укрывал, расшитый и красивый, их слабодушие, рассудка нищету. И нам за ними в путь счастливый. И в женах, дочерях к мундиру та же страсть. Я сам к нему давно ли от нежности отрекся. Теперь уж в этом не ребячество не впасть. Но кто б тогда за всеми не повлекся, когда из гвардии, иные от двора сюда на время приезжали, кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали. А судьи кто? За древностью и редкостью. Офигеть, длинный монолог, конечно. Че, готовы 10 часов это смотреть? Свободной жизни их вражда непримирима. Суждения черпают из забытых газет времен Так, Очаковских и покорения Крыма. Всегда... Крым. Голубые трубы на Intel Boy светят. Ща не прогружу текстуры, слышь, они и не заметят. Когда спалил я мамку, технокнязь меня не взлюбил. Говорю каждому то, что я такой один. Корей третий, зачем мне гипертрейдинг? В мини ATX горячий кипятильник. Челик гонит и хочет на мне взять 5 гигагерц, но не знает, что его фазам ща придет пиздец. Да. Корей третий, лучше не пиздите, а лучше разгоните. Фазы все в мочевине, 5 гигагерц смотрите, мальчики охладите, это так некрасиво. Корей третий, лучше не пиздите, а лучше разгоните. Фазы все в мочевине, 5 гигагерц смотрите. Саня, успехов тебе, счастья, приключений. Ёп, ты чего? Не идет, бро. Перехранитель сними, блядь. Такое есть. Ага, давай. Охереть. Это вот тема такая. Спонсор-блок. Он еще и пропускает до важного видео. Ну, точнее, до важного момента в самом видео. Прикол. Alright. We're gonna try this. Wow. Awesome. Прикольно. На телефоне тоже работает. Жесть, круто. Кайф без денег на воздержание. Чего вообще? Привет, откровенно Безруков. Хочу поговорить сегодня про деньги.
Я не... Он как будто бы с ума пьяный сходит. человек. То есть, мой опыт будет... Ну ладно, не. Атака бобра. Ты курво. Ты курво. Привет, Саймон Семенов. Тебя тоже с наступающим. Здравствуй. YouTube замедлили в РФ, да? Да без понятия. У меня работает. Понятно. Ну а так, что-то да, со вчера еще говорят, что что-то случилось. Такое. Что-то жестко. Блин, Да. я снова на этой стороне Ютуба. Блин. Да, сейчас эта фраза звучит мемно, забавно. Это в одно время бегал. Ну как бегал в одно время? Просто в тот день, в 4-й день, решил все-таки пробежаться до дома. Потом подумал, типа, да, действительно, не стоит так делать, наверное. Пневмонию заработаю, еще что. Hello. Oh. Блин, Lethal Company, что ли, как-нибудь поиграть. О, вот это прикольная тема. О, скоро скачается, нормально. Не пойму, это реальная съемка или это Unity? Нереально. Реальная съемка. И на нее вот наложил просто вот это вот, да? Ну как же он камера дрочит?
На чем он, думаешь, делал? After Effects? Как будто мгла, да, и что такое. Хардкор который. Что это? Блин, как же он шакалит камеру просто. О. О, ща поиграем. Вода довольно-таки прикольно выглядит, да? Сука, наконец-то. Так, окей. Наконец-таки мы можем начать наш стрим. Вот стрим только что начался, по идее. Это начало стрима.
Угу. Так, хорошо. Ой. Так, окей. Ну-ка. Чатецкий вот сюда, наверное. Угу. Так, что там? 1800. Блин, что-то я не помню, куда мы что делаем вообще. Путь пилигримов. Так, что-то начинаю вспоминать. Так, получить не... Нет, прикольно. Они, прикиньте, что делали? Вот ради этого я ждал, да? Так, ладно, сейчас посмотрим. Так. Во. Жесть. Так, хорошо. Максимум хп. Давайте вместо этого лучше переносимость поставим. Немного тяжело. Блин, все равно тяжело. Тогда, наверное, это сниму. Во. И сюда поставлю что-нибудь. Повышает урон наносимым марионеткам. Так. Подождите.
Так, ладно, пускай так будет. Окей. Я пришел отсюда, скорее всего, да. Пойдем сюда, значит. Так. Вот только я не понял, это вот 10 гигабайт, да, весит? Вот это вот. Вот то, что я сейчас вот с носом этим. Это 10 гигабайт, да? Понял. Я подумал, там дополнительная платформа есть какая-то. Вот так, окей. Убывающий лунный камень протокола, хорошо. Нужная штука. Жесть, ну десантура просто. Как это звали, которая морская пехота? Так. Блин, так и хочется посмотреть на карту. Блин, что происходит, вообще не понимаю. Получается, я по туда пришел. Так. Пойду сюда, пожалуй. Так, короче, мне этот дом нужен, видимо. Ага. О, вижу. Да. Вот тут я не был. Так, тут есть собака. Чё бы такого? Мне, по-моему, шестеренки были, да. Давай, прыгай, тварь. Ай! Сука. Угу. Смотри-ка, висит. Слезай давай. Так. Ага, можно пойти туда. А я подняться, собраться смогу? Да. Так, забираем ништячок. Чё-то мне этот мост кажется каким-то хлипким, что ли. Сан-юзерапи. Так, подожди. Чё-то ржекнул. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ладно, это можно показать. Гаг колеса автобота Optimus Prime. Spacebugs 138. Yeah.
Гайка для апгрейда. Я поверить не могу, блин, сука. F и E что-то. Не то чтобы путаю, но, блин, случайно нажимаю все время. Что со мной не так? Проверка микрофона, раз-два, раз-два. Объявление для чужака. Пришло время умереть. Ага. Это он говорил мне, да, типа, что я умру сейчас, да? Ну ладно. Давайте представим, что этого не было просто. Это была шутка какая-то. Так. Так, предупреждение для недоумков с Иреном Малум. Так, что там? Он убил тень. На нашей территории пробрался гнусная марионетка, будьте осторожны. Окей. Гнусная. Блин, меня гнусным назвали. Это за что? Так, обойма легиона. Как будто бы стоит пойти наверх. Но спуститься вниз я всегда успею, так сказать. А вот вверх подниматься — это уже дело трудное. А из низов подниматься, скорее всего. Особо ампула сопротивления в какой-то момент будет невозможно. Так, а тут что? Все? Ну ладно. Так, ну что тут у нас? Так, тусклая скула карга. Что-то легко, конечно. Или это мы на опыте. Так, что это? Приветствуем во владении братства черного кролика. Помните, если вовремя не... Чего, блин? Если вовремя кого не оплатить наше покровительство, вы окажетесь гробом. Понятно. Обычные бандиты. Когда же они, блядь, научатся? Они меня вот сейчас собираются ограбить. Интересно или нет? Ой, я видел, как ты заходишь на фабрику, но ты здесь, а значит... Постой. Ты вышел с фабрики? Вот это номер. Я думал, тебя поджарят до хрустящей корочки, но ты цел и невредим. Братец, невежливо говорить так прямо. Следует похвалить его за то, что он сильнее, чем кажется. Как насчет того, чтобы объединить силы? Если мы правильно разыграем карты, то сможем победить мерзавцев, которые здесь заправляют. Да, гопота. Это просто черного кролика, злодеи, которые издеваются над местными жителями. Говорят, в их логове полно сокровищ, и давно пришла пора освободить этот район. Разве это не заманчивое предложение? Тебе нужно только провести подвлекающий маневр, а остальным займемся мы. Не,
Не, идите нахуй. Ты умен. Вкратце не стоит доверять первому встречному. Дольше проживешь. Одиночка здесь долго не протянет. Дай знать, если передумаешь. Мы будем ждать. Красный лобстер. Отель Красный лобстер. Подозрительные какие-то. Конечно. Это же эти лиса с котом, которые обманули Пиноккио на шекеле. Очевидно, им не стоит доверять. Ни хера это. Так, хорошо. Пока все довольно-таки просто. Какой-то маленький милый городок. На, сука! Жесть. Кассетная граната. От кота можно сразу избавиться, а от лисы через минут 30. Мне нравится ваш ход мысли. Бля! На, блин. Так. Гильза неисправности от арк. Что тут у нас? Снижение физического. Окей. Испробуйте Ля Блейвис. Великолепное вино. Винодельня Ля Блейвис имеет многолетнюю историю. Мрачное вино, производимое с начала возрождения крата. Розовый цвет, известный как рубиновый рай. Тонкие, выдержанные ароматы, вкус, чудесное послевкусие. Даже легендарные гвардейцы оценили Ля Блейвис. Попробуйте лучшее вино, которое выбирают стоящие на вершине. Окей. Так. Ну, так и задумано. Все нормально. Все было так и задумано. Так, это Красный лобстер, да? Или другое заведение? Так, ладно. Метка черного кролика. Понятно.
Заводная ручка подвижности. Цепь. Свежая новость, оказывается, наш чужак марионетка Джепетта, так что тот, кто ее поймает, будет освобожден от платы за защиту в этом месяце. Как щедро. Так, амулет терпения. Но я не терпел, я боролся и победил. Ай, бля, еба. Тихо. Тут капканы везде. Амулет терпел. Ну, типа того, да. Моя борьба. Посмотрим. Повышает скорость восстановления выносливости. Да ну вы чё, ёбанутый что ли? Почему такой полезный предмет называть амулетом терпилы, блин? Ну за что вообще? Нельзя так нахуй. А чё бы сразу не амулетом зашквара его назвать, или типа того? Сык. О, кварц. Найс. Блин, я в говне. Тихо. О, привет, Михаил. Здорово. Так, как бы наверх подняться? А, во. Нащел. Я в говне. Модис. С наступающим, Михаил, с наступающим. Спасибо большое. О, смотри. О. Как тебе такой северный олень? О. С наступающим. Так. Найс. Блин, как же я хорош в этой игре. Лезвие пилы костореза. О, это же прямо это батбурновская тема, по-моему. Один в один. Ампула очищения атрибутов. Здравствуйте. Он на камень. Ну. Я к вам потом присоединюсь. Сначала осмотримся наверху. Так.
Наконец-то Bloodborne на ПК. Да. Ну-ка, давайте позырим, как это выглядит. Рукоять пилы костореза, подвижность. В каком акте? Братство кролика что-то. Ну, это прям чё-то Bloodborne на максималках каких-то. Понял. Пила трудовика, да. Не, ну его нахер. Мне и так тяжеловато. Так. Мне сюда. Ах ты, мразь собачья. Я в ахуе. Че, может еще кто провалится сверху, не? О, телефон звонит. Да неужели? Наконец-то загадка. В крате день опять счастливый. Где же был ты, друг мой милый? Что не ждал меня герой, но мы связаны судьбой. А теперь навостри-ка уши и загадку от короля послушай. Пока молодой, я высокий и гордый, а постаревший малютка я скромный. Что я такое? Свеча, да. Правильно. Ты что, жульничаешь? Не стоит тебя жульничать, даже злит, до чего хорошо ты отгадываешь. Или я... Нет, не может быть. Я, короче, загадок. А ты просто, ну, ты... Без обид. Или ты очень удачлив, или очень умен, или ты жульничаешь. Но я не стану вот выдвигать тебе подобное обвинение в мире, где споры решают дуэлями. Ты знаешь, может быть, дело в том, что ты связан со свечой. Потому что ответ правильный, ты угадал. Чувствуешь себя миролюбиво. Еще лучше. Пришло время для наград. Вот твой ключ. Окей, ладно. Всё. Так, шорткат открываем. Да, загадочник из Бэтмена прям. Тот тоже был не боец. И все время болтал. Ёпта, там что-то лежит, оказывается. Ну, в принципе. Так. Погоди-ка. Погоди. По-моему, я там пропустил какой-то... Ну, какую-то развилку, короче, вот тут. Так. Да, вот это. Стальная защита Джемини. Буква З досками.
Какой прикольный переулок. Со мной же тут ничего не приключится. Все будет хорошо. Да. Идем прямо. Так, вижу. Так, 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 так. Так, 2 собаки будет. Теперь 1. Угу. Так, амплуа очищения атрибутов. Блин, когда же следующий этот Старгейзер? О, это окна, наверное, человек есть. А нет, хотя тут много окон горят. Опа. Вижу, вижу, проблемка. Так. Стоит подготовиться. Скорее всего, это будет нападение. Не понял. А что за ним прыжок был? И где она? Фу, сука. Бля. Катализатор легенды. Понятно. О, красный лобстер. Наконец-то. Ох, нихуя. Ты-то как? Ебрить.
Было малость как-то неожиданно. Да ладно, таких еще много будет. Да. Привет, Леха. Ну что, ты прыгай сюда. Это как вообще? Что за странное свечение? Это же не настоящая луна, это прям видно, что фонарик какой-то. Он вообще веселый парень, сразу привет пришел тебе сказать, да. Видимо, хозяин заведения хотел меня проводить до столика. Хороший мужик был. Да. Ну, это он руку тянул пожать мне, вот. Да. А я воспринял как угрозу и убил. Так, окей. Неплохо. Прям за один заход все сделали четко. Там лестница была? Да, была. Ща поднимемся. Так. Я, кстати, по The Day Before текст подготовил. Осталось видео записать. А потом смонтировать. Скорее всего, завтра это все будет. Скорее всего, завтра. Так, 2 уровня могу поднять. Угу. Хорошо. Так, а что по предметам посмотрим? Ага. Вполне. $10К. Еще 2 смогу поднять, скорее всего, уровня. Так, лунный камень серпа. Да, кстати, я могу себе... топор или вот эту вот тему прокачать. Клинок. Чё прокачать-то? Вот это, может, или это. Так, 79. Получается 84. 84, 74. Плюс, сколько будет? 84, 74, получается 158. 84, 74. Ну да, 158. Да, 158. Я бы лично посоветовал на данном этапе Року сменить на кошку, хотя хз, может, и не стоит. Да, не, я вообще типа как-то рукой, ну, легионом особо не пользуюсь, разве что на боссах только.
Какой тут босс? Может быть... Скорее всего, это будет не марионетка, да? Тогда имело бы смысл прокачать вот эту вот пушку на самом деле. Потому что оно, ну, по умолчанию огнем бьет. И это прямо хорошо. Но с другой стороны, клинок ледяной рапира. Я ее подниму сразу, и будет 157. 157 получается при скорости очень быстрых ударов. Она будет вообще нереально крутой. Люди 100%. Ну да, тогда как будто вот это вот нормальная тема совершенно. Да, много. Так, изменить рукоять. Вот сюда вот еще и вот это поставить. Это вообще будет пиздец. Мне нужна рукоятка выучки. Это будет вообще пушка. И тут тоже вот выучку поставить. Нереально мощно будет. Так. Ничего, мадам. Немного тяжело все равно. Так, тогда давай-ка снимем. И рапиру поставим. Да. Ладно, пускай так пока. Или... Вот сколько это добавляет? Так, амулет терпилоида. Ну ладно. Буду ставить на скорость. Вот бы какой-то костюм новогодний. Было бы вообще четко. Я вот правда не понимаю, что 10 гигабайтов они добавили. Я получил лишь шапку, нос и олени рога. Не, ну так все-таки как-то попраздничнее. Так, понеслась. Пон. Понятно. Блин, это оружие вообще слабое, пиздец. Все-таки то оружие намного круче. Если бы лаба анимация нажатием на нос, то было бы оправдано. Да. Что-нибудь такое. Бар лучше пробегать, наверное. На домой нахуй. Джоджо.
все. Так. О, мистер торговец. Патрон легиона. Я думал, больше никто не выжил, но ты кто-то новенький. Я бы не отказался поторговать, но начальство не разрешает нам иметь дело со всеми подряд. Ты из братства черного кролика? Нет. Мне нравится твоя честность, парень, но знаю, что если ты не один из нас, начальство кормит тебя как монстром. Если ты со мной чем-нибудь поделишься, я, наверное, вспомню, что ты из наших. Мне нужно свидетельство искренности, скажем так. Конечно, можно и так. Помни, это не мои правила. Это все начальство. Просто торгую разными мелочами, чтобы выжить. Приходи, если придумаешь. Так. Мне что-то надо принести ему еще. Блин. Твою мать. Я вспомнил, у меня же кварц есть. Эрго дать, наверное, надо. Скорее всего. Типа 5000, я закрываю глаза и что-то в этом роде. Или я ему даю 5000, он такой: кузен Пиноккио. По маминой линии. Здравствуй, здравствуй. Мой любимый кузен. Как я мог забыть тебя? Так. 1 кварц есть. Хорошо. Продолжение возможности ошеломления. Повышать так. Давай. Продление действия особого точильного камня. Продление действия расходуемых предметов. Усилит зарядка от обоймы легиона. Улучшенное восстановление. Усилит восстановление действия. Так. Уменьшает снижение регенерации при блоке. Понижен урон во время заряженных атак применения умения легенды. Ну, кстати, вроде неплохая тема. Да, давайте вот это возьмем. Опачки. Фаза 3. Let's go. Вершится обман.
Так, окей. А, нет, все правильно. Я тут не был. Ха, нифига себе, целые 3 улицы ведут в этот отель. Популярное место. О, прям боссыч. Ну погнали. Трое их еще, да? Блин, какие же они анимешники. А, я вспомнил их, они были на листовке, да. Лжец. Понял. Хорошо, это вы мне его принесли, да? Да. Хорошо. Ладно. Ну все, погнали. Блин, ни хера себе. Упаковали меня быстро туда. Быстро упаковали. Ладно, хорошо. Да, клоуна разгребать. Сейчас клоун их накажет, нах. Ладно. Ща я, сука, ультану нахуй. Вот не хотел как-то ультовать, но теперь уж ультану. Прям сразу этого жирничу положу. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Угу, понял.
Бля, какой же ублюдок, сука. Твою мать! Это было близко. Ну ладно. Да, было близко. Ну, давайте попробуем саблей. Рапирой, точнее. Рапирой-то я пободрее буду. Наверное. Да бля. Ну блин. Ща. Сабли как-то повеселее на самом деле. Да, против этих ребят сабли будет веселее. Да блин, с саблей, рапирой, рапирой. Блин, почему ты повторяешь с рапирой, точнее саблей. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Да блин. Да сука, съебала. Нихуя ты. Ах вы твари. Ладно. Я тебя понял.
Да ты задрала! Блин, ну ладно, хорошо. Оружие менять не буду, буду пользоваться этим копьем, трезубцем. Бутыль с соком туши. Да как? Так, надо бы что-нибудь такое поставить. Кассетная граната, выучка. Баллон с кислотой. Ага. Оглушает еще. Ну все. Теперь-то я буду использовать все, что у меня есть. Так, корм, ага, призывающий на помощь во время предотвращения потери эрго при смерти. Не, полная хуйня. Такая. Так, а это что? Повышает яркость. Так, не то. Вот что-то, что мне дает какой-то особое сопротивление. Восстанавливает прочность оружия, снижает заметность, заряд легенды. Вот это, скорее всего, мне понадобится. Все. Ну погнали, блин. Давай, тварь. Давай, давай. Блин. Да ну нахуй. Сука. И так поделал. Ладно. Сука. А смысла они вроде ничего не плюют, только лицо месяц. Да, ну, типа, я думал, там есть ампула какая-то, ну, хрень какая-то, может, которая повышает сопротивление физическим атакам. Ну, я вот это вот хотел увидеть. А заряд легенды, ну, типа для этого. Много хочешь. Ну, я думал, есть. А так, конечно, было бы неплохо. Так, ну погнали. Блин, не отменяется, что ли, еще? Ладно.
Бля, сука, уёбищно. Подкрадывалась ко мне. It's my turn! Ага. Бля. А эту игру корейцы сделали? Ничего себе. Не знал. Блин, ой, тихо, тихо, тихо. Блин, корейский геймдев хорош. Думал опять японцы. Не-не-не, я не думал, что японцы. Просто думал какие-то чуваки, типа, которые, ну, любят фромов и там прочее. Ну, хз, где-то из Европы и так далее. Не знаю почему. Да ну нахуй. Слушайте, что-то трудности пошли. А, я же хотел все использовать, кстати, но я ничего не использую. Елки-палки. Ну все. Победные. Блять. Да ёбаный в рот. Ну, конечно. Да иди-ка ты нахуй, а?
This is Geppetto's puppet. Gotta admit, knows what he's doing. Бля, ну и хуета, бля. Зря потратил только ульту, сука. Так. Ладно, не всего лишь люди. Правда, я вот насчет этого здорового ублюдка не уверен. Возможно, он марионетка, я не знаю. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Блять, ну типа... Как будто бы да. Мне кажется, он марионетка. Типа, по нему электрический урон очень хорошо идет. Как будто бы очень эффективный. Так. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Да ебать его рот нахуй. Да блок! Сука! Блять, вот... Привет, Ифрит. Здорово. Да блять. Какая же ты сука? Какая же он сука. Так, я, пожалуй... Сейчас. Схожу-ка я в туалет вообще. Сейчас подойду.
Мне все это время хотелось сходить в туалет. Ну все, короче. Так, дядька, чё это ваша низкая температура к нам приползла? Минус 38, 45 уже давненько не было у нас такого. Жесть. Болеешь теперь? Блин. Блин, выздоравливай. Выздоравливай. Да. Наши холода, это, конечно, прям такая себе тема. Это я вот типа прикалываясь говорю, что не так уж и холодно. Ну да, у нас потеплело на самом деле очень даже. Минус 38 там. Туман он вообще отошел. Тепло. Все ясно, видно. Классно вообще. Как будто камеру поставить. Будто вот так нормально. Да. Нормально камера? Все окей? Я, по-моему, камеру не настроил. Или мне кажется. Да, вот тут я думаю, чего-то я не сделал по своему обычаю. Какой-то обычай не совершил. Вот. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Mine! Mine! Root for me, brothers! Да какая ты мелкая. Ты чё, сука? Опа. Давай, иди сюда. На, блядь. So this is Geppetto's puppet, huh? Gotta admit, he knows what he's doing. Бля, как же я не вовремя это все не сделал. Да бля. Так, кто-то блок держишь, сука! Так, тихо, нахуй, блядь. Да я ебал. Он просто блок не держит, нахуй. Да как это работает, блядь? Ладно, хуй с этим оружием. Блин, он, короче, вообще неэффективный. Надо брать то, что я улучшал.
Короче, вот это полное фуфло против этих людей. Будем пользоваться этим кинжаликом. О, так лучше нет. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Тяжко, тяжко, тяжко. Немного выместил свою злость на эту креветку. О, гонится за мной. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Boy is mine! Mine! Root for me from it! Да иди нахуй просто. Заебал. Сколько, бля. Тут, сука, я ебал. Надо задерживать, да, блок, чтобы он блок сработал. Просто такое ощущение, что когда я блок нажимаю один раз, он такой, типа, поднимает и опускает, короче. То есть он не успевает встать в блок. Надо вот так вот зажать, 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 зажать. И только тогда срабатывают эти, ну, блять, парирования нахуй. Кажись так, бля. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Бля. Ну да, так и есть. Boy is mine! Mine! Root for me from it! Да иди нахер.
Бля, какая же ты мразь. Блин, не успел. Точнее, не вовремя нажал. Да, газированная вода, бум. Что-то вообще нихуя не газированная. Вот я покупал карачинское, оно вообще намного лучше. Намного лучше. Что-то прям так себе. Нет. Хотя он и стоит дешево. Блин, вот же народ, да? Пожалели газку просто. Газку жалко. Bring it on. You ain't seen nothing like my Бля. Да иди-ка ты нахуй, а. Ну конечно. Вот это ночью. Да, просто пошел я нахер. Блин, с блоками проблема. С блоками. Короче, с рапирой попробуем. Рапира она как-то получше, поблагороднее, побыстрее. Да и в блок она как будто бы уходит намного шустрее, чем любое другое оружие, которое у меня есть. Так что, скорее всего, фух. Вот так вот. А, бля. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Это какая ж ты сучка, а? Да ты заебешь, сука.
Бля, тварь. Блядь. You played nice with the others. Don't you want to play with me, Mr. Puppet? Давай, иди сюда. So this is Geppetto's puppet, huh? Gotta admit, knows what he's doing. Yeah, let's finish this. Опа, опа. Бля. Не, ну ты прикинь. Да. С рапирой намного лучше. Фух. Bring it on. You ain't seen nothing like love. Mighty father, back it up. Oh no! Knock him out, bro! Да иди нахуй. Ой, бля. Так. Может быть, что-то еще есть? Смазки. Угу. Кассетная бомба.
Ну, может, кассетная бомба как-то меня выручит реально. Правда, я без понятия, как она работает, конечно. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Заебись. Просто заебись. Четко, весело, молодежно. Bring it on. You ain't Я seen не nothing пособил. like my brother. Ясно. Ясно. Бля, почему это так уебищно работает? Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Ясно. Да заебал нахуй. Что за... Мне не осталось слов вообще. А, бля.
Ну да. Я же, блин, вообще в вороте был. Все справедливо, все правильно. Demonstrate your time. Who wants Так, копье кислоты. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Ну да, ебать, конечно, нормально. Давай, сука, иди сюда. А, ну да. Когда же, блядь, у меня мои ебаные восстановления здоровья сработают? Да ебал тебя в рот, ушастый гондон, нахуй! Заебет, тварь говна вонючего. Сука, блядь. Пиздец, блин. О, надо бы выспаться сегодня, повыспаться. Я не сплю нормально. Вот так, хотя бы. Нормально так лунных камней тьмы накидало. Так, ну вообще, вот это, конечно, полная хрень. Bring it on. You ain't seen nothing like my My father catch it up. So much fun. Да ты сука. Ты сука.
Все, валите. Блин! Тихо! Не так, не тот предмет стоит. Бля, как же я поторопился. Да сука. Да иди нахуй просто. Ай, блядь. Просто пизда. А можно мне тут вот, не отходя от кассы, собрать оружие другое? Нет, да? А, нет, можно. Спасибо. Так. Погоди, что? Во, другое дело. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Бля, блок нахуй, ну сработай, пожалуйста. Ну ясно. Ну ясно. Ну понятно. Довольно-таки все ясно. Bring it on. You ain't seen nothing like my Бля, заебал. Ну заебал. Ну ясно.
Заебал тебя, рот. Ну да, блядь, ну конечно, нахуй. Ну да, ну да, ну да. Да, ну да. Ну конечно. Нормально, нормально. Хорошо. Вот с этой вот маленькой хуетой что-то можно нормально сделать вообще? Ну, например, да ебаный в рот. Ты Лафайете активировал награду за 110. Я Соломон. Привет, Лафайет. Так. Кинжаликом сейчас попробую его расковырять. Так, а что за него движение вообще? Воспламенение. Укол с отступлением. Ты Лафайете активировал награду за 110. Ты Лафайете активировал награду за 100. Все. Погнали. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Нет, блин. Блять, пизда ебаная. Да иди нахуй просто. Пошел нахуй. Пошел нахуй. Корейцы создали эту игру. Хуй знает. Что-то я вообще не умею. Перестал уметь играть, как будто бы. Что-то как будто башка вообще не варит, как будто я, блядь, после похмелья какого-то ебаного или что-то там роде. Как-то воздуха не хватает, блядь. Ложь или смерть. Ну да, я про это почилить надо. Ну, в начале стрима заебись было, конечно, почилил, нахуй. Запускал игру, а она такая, типа, ебать, у меня обновление. Ну и посмотрели видосики какие-то потихоньку. После трения не... Ну, скорее поэтому я не понял.
ты заебала, пизда ебаная, ну нахуй. Да пошел ты пизду, сука, блядь, крыса ебаная. Что-то урона не хватает. Да иди тут, блядь, нахуй. Ой, бля, что-то туплю, пиздец. В тайминги не попадаю вообще. Урона не хватает. Ну, блин. Не зря рапиру не прокачал, конечно. Прокачал какой-то кал, если честно. Вот тут огненный кинжал. Огненный острие. Хотя он на мобах хорош был. Но вот рапира тут скорее, да. Только рапира должна хорошо работать. Да я же нажимаю, сука, ебаная. Ну да, иди нахуй. Пошел нахуй, блядь, заебал, блядь. Пизда вообще. Ебать, просто нахуй. Дед Мазай, привет, хума. Да пиздец вообще, блин. Гопники, блин. Боссы это гопники. Универсамовские, нахуй. Чушпаны. Я постараюсь с ними разобраться как можно скорее. Ай, блядь, да? Ладно. Друг друга не могли видеть, хотя и в одной команде были. Я тут за Day Before сыграл, игра прикольная, но слишком много багов и лагов. Калкальная. Я, кстати, по ней собираюсь видос выпустить. Я уже видео сделал. Тьфу ты. Текст сделал, осталось только, ну, говорить под нее, под это видео. И норм. А как камень восстановления, вот так? Куб желания работать вообще не понимаю. Так. И сборка оружия. Блин, вот этот ебаный пиздец какой-то. Вот так. Хорошо, ладно. Дополнительная хилка будет, считай. Там прям нормально тексты, кстати, заготовил. Много. Буду, короче, записывать на телефон. Чтобы качество было хорошее. Ну или может так, на веб. Скорее всего, на веб получше.
Там тоже качество Bring it on. вполне себе You ain't нормально. seen nothing like my brother. Да иди-ка ты нахуй, блядь, долбоёб, сука. Сука. Пизда с ушами. Ну давай, подойди сюда, я тебе пизды дам сейчас, нахуй. Сука, подохнем нахуй. You played nice with the others, so you want to play with me, Mr. Puppet? So this is Geppetto's puppet, huh? Gotta admit, he knows what he's doing. Блядь, гандон, сука, бля. Бля, сука, я тебя так выебу. Чё ты делаешь? Чё ты? Блять, он карман дрочил, вы видели? Я выбрал, бля, сука. Ай, бля. Говно народное Сахпотов. Саптерн. Это как типа ты прожил типа всю свою, ну точнее, ты прожил год в Индии, ну типа нанюхался говна, а тут такой типа рядом пернул якут, и ты такой, о. Bring it on. Здорово. Топало. Блядь, ты чё, долбоёб, что ли? Как этот ебаный куб работает, нахуй? Бля.
Бля. So this is Geppetto's puppet, huh? Gotta admit. Geppetto puppet. It's ridiculous. Ой, бля. Да ну нахуй. Блять, ну хули ты стоишь, чешешь? Бля. Ну давай, Гандон, мы с тобой 1 на 1. Бля, я опять супер проебал, сука. Сука, прикольная собака. Это больно. Какая боль, какая боль. Аргентина, Ямайка, 5-0. Какая боль, какая боль. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Тварь, я тебя трахну, сука. Ну да. А, ну иду я нахуй, конечно. Ну, и второй раз, почему бы нет? Ну, конечно. Ну да.
Так, еще воды. Вот, пожалуй. Не, ну да, хочется признать, они какие-то, блин, жесткие. Хочется признать, какие-то жесткие. Bring it on. You ain't seen nothing like my О, Джизус. Вот всю локацию вообще на изи прошел. Очень легко. И это, пожалуй, первый босс, который для меня кажется, ну, проблема реально. Я больше 3-4 траев не делал на каждого босса. А вот с ними я уже где-то 7-й раз, по-моему, сражаюсь, или 8-й. Что-то вот Блин, этот удар вообще невозможно. Да ебать. А, вы вдвоем? Не, ну тут, конечно, прям вообще пиздец. Понятно. Короче, нельзя игнорировать бойцов этих. А то они реально глупой нападают.
Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. What is mine? Mine! Move for me, Bobby! It's been a while since I put anyone 6 feet under. Rest in peace. Это, кажется, надолго. Ну как надолго? Короче, сейчас беру и побеждаю. Просто надо максимально сосредоточиться на атаках. Все будет хорошо. Так, а что мне еще нужно? Так. После успешного боя повышается урон. Блин, я что-то об этом, кстати, забыл. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. What is mine? Mine! Move for me, Bobby! Да иди-ка ты нахуй с таким рейнджом, блядь, долбоёб. Да гандон вонючий. I'll make sure to
Блять, я ебу так... Ах ты, сука ебаная. Просто твари, гандон. Вот так близок. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Они на деревьях, Джонни. Они на балконах, Билли. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Блядь, гандон, сука. Да иди пизду, долбоёб. Заебал.
Ладно, я ушел, все. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Блять! А чё стоим нахуй, блять? Заебал, бля. You played nice with the others. Don't you want to play with me, Mr. Puppet? So this is Geppetto's puppet, huh? Gotta admit, knows what he's doing. Ну что ж, давай, гандон. You don't get extra points for flying fair. Survival wins. Да ёбана в рот. Bastard, you're a sweetheart. Whose news is yours? Блять. Наконец-то, ёбана. Какой же ублюдок. Безумная марионетка.
Оплакивает его. Он умер или... Проклятие, ты за это заплатишь. Серьезно? Он настолько сильный, он смог поднять этот елдовый меч. Eliminated. Provocation. Управа района малом. Тут какой-то этот... Какая-то картина есть. I know my way around. I know my way. Кастарис. Большой меч. А чё, давайте попробуем большим мечом, чё бы нет. Так. Изменение рукояти ничего нету. Ладно. Так, по-моему, а тут. Так, модифицировать руку легиона. Патроны легиона есть. Нажмите и удерживайте кнопку руки легиона, чтобы подследить. Притянуться, типа. Вот тут уже 2 надо. Быстрая перезарядка. Так, тогда буду копить. Фламберг. Бог из машины. Сверхмощный усилитель пламени. А чё, давай? Почему бы и нет? Создам. Волна огня. Так, окей. Давайте улучшаться. I'll use my power to help you. Четыре. Что-то мне кажется, что подвижность тоже надо поднимать что-то. Пора поднимать.
Welcome to... I know my way around. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Да, они жестко ненавидят марионеток. Прям люто. Все марионетки сдохнут, и еще все, кто связался с братством черного кролика, тоже. Гроспух братства черного кролика. Так, продажа 10 эрго завершена. Наш старина брокер всегда хорошо платит, за что я его и люблю. Но доставать столько эрго и в такие сроки бывает нелегко. Иногда прямо кажется, что он этим эрго питается. Зачем ему эрго? Не ест же он его в самом деле. Мелкий не калякал Мелкий не калякал в гроспухе. Алхимики просят еще плодов денежного дерева. Эти плоды не так-то просто достать, так что могут возникнуть проблемы. Кажется, ребята из отеля помаленьку начинают догадываться о том, что происходит. Мы, конечно, не можем сойти с ними в драке, но это крайняя мера. Безопасность наших братьев и сестер должна быть на первом месте. Ах, так трогательно, братья, заткнись. Получено 5 эрго. Конец этой работенки по продаже трупов близок. Еще чуть-чуть, и я скоплю достаточно, чтобы попрощаться с этим проклятым городом. Предложение алхимиков заманчиво, но мне заканчивается эрго, так что даже не знаю. Подумай насчет экспедиции в пустые болота. Добыть для меня новые запчасти, если будешь в городе. И платье для меня, и оружие для меня. Это не ваш дневник, придурки. Понял. Ну, короче, эти чувачки поспособствовали тому, что все вот эти вот марионетки с ума сошли. Но сами того не понимая, они это сделали. Алхимики там что-то химичили с этими эрго. И получился тотальный кобзец. Total shit. Кварц надо построить. Да, третья фаза открылась.
Блин, вот это вот надо бы взять. Так, что там дальше? Ты вернулся в Рейне. Малом действительно все так плохо, как мы опасались. Теперь, когда братство Черного Кролика выйдет из игры, мы можем уделить внимание другим вопросам. Почему бы не заняться корнем проблемы? Король марионеток обосновался на улице мэра Изабеллы. Возможно, безумию марионеток придет конец и света никаких короля. Сходи к Антонию и возьми ключ на улице Розарабл. Я уже предупредил ее. Окей. Всегда буду помнить, сколько всего ты для меня сделал, хоть мне и причиняет боль, что тот, кто так ценен для меня, подвергается опасности. Ну да, ну да. Поспеши, Джепетто мне все рассказал. Говорят, что на улице Роза Изабелла чрезвычайно опасно, но я надеялась, нам не придется открыть этот проход. Но если мы хотим остановить катастрофу, у нас нет выбора. Ты очень дорог нам, Джепетто, ты же знаешь. Береги себя ради нас обоих. Думаю, мое время потихоньку подходит к концу. Но всегда хорошо знать, что кто-то ждет тебя, переживает за тебя. Пожалуйста, будь осторожен. Окей. Люди понятия не имеют, сколько сигарет погребено в крате. Спасибо, что составил мне компанию. Что тебе любопытно? Так. Взгляни-ка, похоже на тебя. Немного с определенного угла, если прищуриться. Я шучу, вылитый ты же видишь, да? Этот нос и да? Портрет мальчика. Интересно. Модно в этом месте маски гвардейцев. Почему гвардейцы стали носить маски животных? По данным историков, в древнем Крате существовало обычное ношение масок животных. Они были одним из отличительных знаков тех, кто боролся с легендарными каменными титанами. Хотите верьте, хотите нет, но эта легенда вдохновляет и сегодняшних гвардейцев. Маски служат не только данью моде и средством защиты, но и обозначают ранг, соответствующий способностям носителя. Связь между рангами и маской животного не очевидна, но, как правило, те, кто сильнее, первыми выбирают предпочтимое животное. Возможно, старшие по званию вынуждают новичков носить самые глупые маски. Типа ослик, да, понял. Поднимите себе настроение в тяжелые дни эпидемии энергично маской гвардейца. Выберите свое тотемное животное. Вас ждет огромный выбор модных масок гвардейца. Маски оснащены спором фильтром, защищающим от каменной болезни, запатентованным мастерской. Эй, приятели, от штаба ничего не осталось, так что как насчет маски пантеры? От мастерской тоже ничего не осталось, так что откуда мы ее возьмем? Окей. Так, значит, чел в маске Зец, типа, нереально крутой, да?
охоте на сосну. Вершится обман. Вы себе даже не представляете, как я рад вас видеть, господин гвардеец. Господин гвардеец, какое облегчение. Перейти сразу к делу, я нашел денежное дерево. Кто бы мог подумать, что он совсем рядом. Но возникли сложности. Когда я попытался сорвать плод, он мне не дался. Я не смог бы даже приблизиться, он меня обжег. Возможно, это потому, что у меня каменная болезнь. Печально, правда? Спасение так близко, и в то же время так далеко. Соберите для меня плоды денежного дерева, я вас вознагражу. Слышал, алхимики создали устройство для всецело использования плодов денежного дерева. Я не обращал на это внимания, в смысле, что это лишь легенда. Об алхимиках рассказывают невозможные страсти. Теперь я знаю, что плоды денежного дерева действительно существуют, и кажется, что все это правда. Взаимодействуйте со статуей святой на всемирной выставке. Возможно, у вас получится использовать силу плодов денежного дерева. И хотя я могу казаться обходительным сейчас, но никогда я был земледельцем. Выращивание деревьев мне интересно. Я слышал о торговце, что продает алхимические активаторы для растений, возможно, они сработают и на этом дереве. Если не попадутся вам, используйте их на нем. Так. А вот и денежное дерево. Ух ты. А, монетки. Вот тут уж день не ожидал увидеть денежное дерево. Вы можете собирать урожай плодов денежного дерева в определенное время на денежное дерево. У плодов есть множество назначений. Используйте активаторы, чтобы ускорить их рост. Лол, сбросить можно сердца П. Нихера себе. Прикол. Сбросить руку легиона. Сбросить сердце П. Ну, вообще сердца П, да, как будто бы надо.
Да, повышение ограничения предметов подброска. Так. Блин, не то нажал, сука. Так. Stalker, Вот please. здесь прошу и соберите для меня If you pick some gold coin- вознагражу. Вот так это работает. Окей. Так, призрак. В течение определенного времени призрак. Да какой призрак? Что-то все для призрака. Короче, вот это покупаю, наверное. Все. Так. Ну и, наверное, пойдем дальше. Ух ты. Да. Понял. Все, понял. Отель Крат. Вообще четко. Все. Вот это я нормально собрался. Так, что?
Ладно. Угу. Так. Вход на улицу Роза Изабелла. Пасмурное утро. Окей. Улица Роса Изабелла, район развлечений, довольно экстравагантные оперы, оперетты, постоянные уличные концерты. Аделина Кордей, певица в красном платье. Главная знаменитость была легендарной Примадонной. Не знаю, жива ли она еще, но до чего грустно, мне кажется. Грустно каждый раз говорить о каком-то прошедшем времени, да? Да, тут уже рекламные эти по этой Примадонне. Так. О! Марионетычи, наконец-то. Так. Я хотел, да, вот сюда амулет поставить. Амулет. А, вообще херня. Чуть-чуть поднимает все лишь. Ядрить, тут народу забили. Я уже даже потихоньку начал скучать по этим. Марионетка. А, кто? А мой друг гвардеец. Я боялась, что марионетки вернулись. Здрасте, Ронин. Прислушай меня. Они демоны не дают ни минуты отдыха даже даме в возрасте вроде меня, даже погибших от каменной болезни не оставляют спокоя. Что еще остается даме, кроме как утешиться вином? Кстати, я бы не отказалась выпить. Есть вино под названием Блайвельс. Во времена моей молодости его называли рубиновым раем. Не сомневаюсь, что в винном погребе в Аркаде Лоренцини еще остались запасы. А предприимчивый юноша, принеси мне бутылочку и дам тебе что-нибудь хорошее взамен. Кайф. Алкашка для бабушки. Все луркуют. То есть. Каракуль художника. Марионетки прекраснейшие из существ. Даже и хозяева люди.
неполноценные существа по сравнению с ними, творение совершеннее своего Творца. Творец, который их создал, кто более достоин похвалы? Вот такое. What the fuck? Ничего себе. Арлекино, Арлекино. Офигеть, кто-то на пианино играет. Самым стрёмным образом. Так, исповедь чужеземца. Благодаря алхимикам начался золотой век Крата. Это неоценимый, неоспоримый факт. Но что, если вместо золота они могли принести городу невиданное бедствие? Мне пришло неожиданное сообщение от информатора, который когда-то был сам алхимиком. Речь идет о некоем человеке из океана, алхимике с Дальнего Востока, что в прошлом был знаменит в Крате. Узнав о секретах организации, он покинул ее и теперь живет под другим именем, опасаясь за свою безопасность. Реликвии Трисмегиста не просто шахта, это опасное место. Мой источник подтвердил, что у алхимиков есть скрытые мотивы, не имеющие ничего общего с интересами города. Они замыслили чрезвычайную рискованную затею с Эрго, теория заговора, предвещающая гибель тысячи людей. Поначалу казалось, что мне показалось это все абсурдом, но ее подкрепляли на удивление убедительные доказательства. Мне, как журналисту, пришлось провести несколько месяцев в компании информатора, и за это время я увидел темную сторону Крата. Я надеюсь, что моя статья послужит на благо жителей города. Остальное сильно повреждено. Публикация данного текста запрещена во избежание распространения ложной информации. Понял. Бля, пиздец. О, лунный камень серпа. Найс. Яркий осколок. Угу. Сердечник легиона. Так. Ах ты, сука, твою мать. Вот этого я не ожидал. Охуеть много стрелков.
Бля, пиздата. Ничего себе. Так, походу прикольное оружие. Белка, ты такая красивая маринетка. Я слышу звук твоих пружин, хоть ты их и прячешь. Музыкант споешь для меня со своими друзьями? Мне кажется, твои крики будут особенно сладкими. Устроим представление боли на бис для красной актрисы Аделины Кордей. Adelina Corday. I dedicate this performance to my sister Adelina. You stole my sister from me, rotten puppet! Нихуя, блядь. Так. Так, погоди. О, лунный камень серпа, ничего себе. Не, надо вернуться еще Ларго. Пиздата нахуй. Классно вообще. Блин, четко.
Мне очень много камней серпа дают. Хорошо, еще не так. Let's have it. I dedicate this performance to my sister, Adelina. Scream a requiem for me, if you would. Бля, ты что ты делаешь? You stole my sister from me, rotten puppets! Сука. Ладно, я придумал. Так. Вот просто вот так вот делаю. I know my way around it. Так, клинок. Можно вообще вот упороться вот такую херню, но давайте лучше вот это. Лучше. Да. Так. Не. Так, изменить рукоять. Unreal. Так, лучка. Вот, короче, давайте-ка так, оружие как там сощится. Большой меч. Не ожидал. Welcome to... I know my way around. Ну-ка, дай-ка рискнем. Позырим, что он себе представляет. Ля. Хорошо так она сбивает. Очень хорошо сбивает. FF. Так, подожди. Давай попробуем FF.
Что за... Ого, ёпта, нихуя себе. А, прям с таким, блин, с такой большой задержкой можно было? Все, хорошо, погнали. Ну-ка. Новый меч. Так, ну-ка, давай-ка поговорим с Джипито. Что-то им надо. Джипито. А, картину, скорее всего, он что-то скажет насчет него. Мы же нашли картину. Этот портрет, я вспоминаю его с теплотой. Я думал, он всегда потерян. Даже не представлял себе, что его украло братство черного кролика. Подумал, только ты вернул его мне. Прости, старика, ударившись воспоминания. Воспоминания счастливых времен. Не знаю, где его можно повесить в отеле. Хлопать. Нормально так. И 2 удара. Блять. А, чуть не упал.
Puta madre. Ох ты, сука. Это Леон Белая Госпожа, маска Белой Госпожи. Your sister. As promised. Красный плащ, как у тебя сестра, как я дочь, всегда в одинаковом. Все. Погибла молодой. Прям оружие очень кстати было. Происшествие поместья Рос остается загадкой. Власти Крата решили на неопределенный срок приостановить расследование недавней трагедии в Доме Милосердия Маннат, известной как поместье Рос. Это было сделано, чтобы не допустить хаоса из-за крупной вспышки каменной болезни. На сегодняшний день данных о выживших нет. Эпидемия каменной болезни смертоносна, но подобные масштабы распространения беспрецедентны. Карантинные власти предполагают, что мы имеем дело с новой мутацией. Дом Милосердия Маннат, бывший интернат для детей из трущоб, теперь стал приютом для семейства основателей, многих учеников и беженцев. Главный алхимик Валентин Маннат скончался во время катастрофы, что стало большой потерей для алхимиков. Немытыми серпа. Четко. Прекрасно. Так. О. Ёлки. Нет, это не видение, по-моему. Похож, но не он. Так, пусть величайшая награда нынешней эпохи достанется красной актрисе. Кому, если не ей? Господин Джулиан, ты разгуливаешь здесь в одиночку, наверное, ты гвардеец. Можно попросить тебя кое о чем? Тело моей жены осталось на улице Розбелла. Там был пожар, и я не смог добраться до нее сквозь пламя. Я знаю, что она мертва, но я не выносила мысли о том, что она просто так лежит там. Не мог бы ты принести мне ее вещи? Тогда у меня останется хоть что-то на память. Спасибо. Подробные добрые дела дают хоть какую-то надежду. Тело моей жены осталось на улице Роза Изабелла. И так шло черное платье. Черное платье. Я по ней так скучаю. Каждый день тяжело. Тяжелее предыдущего. Не мог бы ты принести мне ее вещи? Так, ну вот, получается, просто обратно надо вернуться. Пожар, значит. Роза Изабелла. Ах ты, Гэндон. Ах ты, сука! Блядь!
Что-то он мне жестко. 14 тысяч. Ну такое просирать нельзя. Блин. Да бля, пизда, Вань, бля, вот ёбаная пизда нахуй. Так, тихо, тихо, тихо. Да? На нахуй. Так. Блять, я хуею вообще. Погоди, у меня число уменьшается, что ли? У меня было 14 тысяч, а теперь 11 тысяч, а теперь... Вроде не уменьшилось, но... Было же 14. Как это работает? Да я вроде не тратил. Или тратил. И вот тут где-то страшная игра на пианино происходит. Ту-ду-ду. Ту-ду-ду. Зубчатое колесо. Так, по лестнице наверх, короче, поднимемся. Блин, что-то я не помню, что где-то пожар происходил на улице Розы и Забавы. Не, ну, скорее всего, где-то есть, но что-то я не помню.
Так, черное платье, мы говорим. Черное платье. О, вот пожар. Но как будто бы там... А, вот Роза Изабелла охереть, и как туда? Так, я посюда туда не пройду в любом случае, да? Это мне по-любому надо будет пройти через канализацию. По-любому. Хитрить мы их раскидываем, конечно. Так, тогда предлагаю так. Водоканал. Сейчас на водоканал пойдем. I'll use my power. Ладно. Ладно. Пожалуй, на этом все. Пойду спать сегодня пораньше. Ну как пораньше, я уж и так засиделся. На следующий день тут вообще совсем сил никаких нет. Вчера до 3 сидели, до скольки. Вообще жестко было. Потом вообще голова не работала. Ладно, пойду спать. Всем спокойной ночи.